Замороженные российские активы должны быть направлены на закупку военной техники для ВСУ. Россия теряет истребители из-за новой тактики украинских войск. Путин хоронит друзей. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина не сможет пойти в новое наступление в ближайшие месяцы. Российские войска воспользуются паузой. Для нас нічого не закінчилось, і з того часу ми досі ще не було моменту, щоб видохнути, поспати або щось інше. Калининград будет нейтрализован первым, если Россия пойдет с войной на НАТО. В Кремле говорят, что готовы защищаться. Сувалский коридор – это ахиллесова пята блока НАТО. Путин у гроба. В Москве череда похорон. Умер еще один друг российского диктатора. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Российские войска имеют быстрый темп наступления и пытаются использовать тактические возможности после захвата Авдеевки. Так ситуацию на украинском фронте видят аналитики Американского института изучения войны. Оккупанты попытаются продвинуться вперед до того, как украинские войска подготовят новые и сложные линии обороны. Украина при этом не сможет начать новое наступление, как минимум до лета. Так, по крайней мере, считают в Минобороны Великобритании. В настоящее время Украина столкнулась со сложной ситуацией на суше, где ее армия борется с боеприпасами и запасами, поскольку военная помощь со стороны США приостановлена республиканцами в Конгрессе, а Европа до сих пор не может восполнить этот пробел. Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев. Украинские военные эксперты говорят, что у российских оккупантов пока период эйфории от незначительных побед на поле боя. Тем не менее, в ближайшие недели кремлевская армия может взять под контроль населенные пункты западу и северо-западу Авдеевки. Это опять же прогноз аналитиков Института изучения войны. Справа в тому, що наступальні дії ворога продовжуються, в основному на лінію, на смугу населених пунктів Бердичі, Семенівка, Орлівка. І отримувати тут рубежі оборони досить складно всім підрозділам, тому що у ворога сил досить багато, продовжує велику кількість піхоти використовувати, бронетехніки, артилерії. Тобто, коли для більшості в Україні питання з Авдіївкою інформаційно закінчилось, то для нас нічого не закінчилось, і з того часу ми досі ще не було моменту, щоб видохнути, поспати або щось інше. Россия стремительно теряет самолеты. Лишь за вторую половину февраля ВСУ минуснули 9 российских истребителей и уникальный самолет-разведчик А-50У. Итак, в воздушных силах Украины сообщают о таком улове. Су-34 сбито 7 штук, Су-35 2 единицы и, конечно же, уничтожение А-50У в феврале еще -1. Если же говорить об общих потерях, согласно данным украинского генштаба, россияне потеряли 342 самолета за время Большой войны. В сети, кстати, появились спутниковые снимки места падения российского самолета-разведчика А-50У. И я напомню, в украинской разведке говорили, что погиб весь экипаж. Это 10 высококлассных специалистов. Буданов также уточнил, что у Москвы остается 6 таких самолетов-авиаразведчиков. У россиян и с самолетами, и с экипажами большие проблемы, их там острая нехватка, и сейчас они будут работать на износ. Непонятно, на какое время их этого хватит. Но то, что для них это очень большие сложности, это у меня никаких сомнений нет. Чем же Украина сбивает так много самолетов и так быстро? Таким вопросом задается Forbes. Есть предположение, что Украина подтянула ближе к линии фронта свои Патриоты и Насамсы. И именно они стали большой проблемой для российской авиации и потерь летного состава. И с одной стороны для Украины это успех, с другой стороны у Киева скоро могут закончиться ракеты для этих установок, резюмирует Forbes. Россия теряет очень много боевых самолетов, намного больше, чем могла бы позволить себе потерять чуть более чем за неделю. Зажатая санкциями, российская аэрокосмическая промышленность с трудом может производить более 2 десятков новых военных самолетов в год. Иными словами, русские теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить.
Противоречивые заявления относительно ситуации в Украине вновь доносятся из США. Издание «Политика» цитирует сенаторов-республиканцев. Те уверены, что вопрос завершения войны с Россией надо решать не на поле боя, а за столом, то есть дипломатическим путем. Реальность, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что война заканчивается урегулированием путем переговоров. И вопрос в том, что когда они наконец поймут это, когда мы наконец дойдем до этого момента, то у кого будет больше рычагов влияния? У Путина или у Украины? В то же время демократы, в частности лидер демократов в Сенате, уверен, что проигрыш Украины приведет к распаду НАТО. Именно поэтому надо немного ускориться и все же выделить помощь Киеву. С этим согласен и Джо Байден, который в очередной раз обратился к Конгрессу. Мы не можем позволить себе ждать еще 2-3 месяца, потому что мы, скорее всего, проиграем войну. НАТО распадется, наши партнеры отвернутся от нас. И самые наглые мировые лидеры, Путин, Си, лидеры Северной Кореи и Ирана, будут думать, что США – та страна, благодаря которой они выйдут в плюс. Путин начал подготовку к войне с НАТО. Об этом говорят два указа российского диктатора, согласно которым официально восстанавливаются московские и ленинградские военные округи. Об этом пишет Институт изучения войны. О том, что Россия готовится к войне с НАТО, неоднократно говорили и западные лидеры. Они считают, что это может произойти в ближайшем десятилетии. Ленинградский военный округ будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а московский вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Это позволит Москве одновременно занять позицию против НАТО и упростить командование и управление военными действиями в Украине. Если Россия таки начнет войну с НАТО, то Калининград будет нейтрализован в первую очередь. Такое заявление сделал посол Литвы в Швеции Линас Линкевичус. Он объяснил, что после того, как Швеция вступит в НАТО, Балтийское море станет внутренним морем Альянса. И тогда РФ надо будет хорошенько подумать, стоит ли думать о планах двигаться, как мечтали российские пропагандисты, вперед на страны Балтии и на Берлин. Сувалский коридор – это ахиллесовая пята блока НАТО. Я объясню, о чем идет речь. Сувалский коридор назван по названию польского города Сувалки. Это сухопутная часть протяженностью до 100 километров, которая пролегает по территории Польши и балтийских стран. И по мысли российских политических и военных руководителей должна соединить Республику Беларусь с российским анклавом Калининградская область. Да, такой сценарий рассматривается. Причем рассматривается как и российской стороной, так и, соответственно, странами НАТО. И надо отметить, что со стороны стран НАТО есть адекватный ответ на подобные российские сценарии. Недавно в Европе прошли наиболее масштабные учения стран НАТО с периода Холодной войны. В Кремле уже придумали ответ Западу, говорят об обеспокоенности и о том, что готовы защищаться. От кого, правда, вновь не уточнили. Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов Североатлантического альянса – это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности. Калининград – это российский регион, находится на Балтике, так будет всегда. Похороны Алексея Навального пройдут в Москве уже 1 марта. Об этом сообщают соратники убитого политика. После выдачи тела они столкнулись с тем, что не могли найти место в российской столице для прощания с оппозиционером. Теперь же известно, похоронят Навального на Борисовском кладбище. Юлия Навальная в Европарламенте сделала новое заявление в связи с убийством мужа. Если вы хотите победить Путина, то вам необходимо стать новаторами, необходимо перестать бояться. Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами, с моралью, с правилами. Он не такой, и Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым мафиози. Путин – главарь организованной преступной группировки. В ее составе и отравители, и наемные убийцы. Но это все пешки. Главное же, это близкие к Путину люди, его друзья, подручные, хранители мафиозной кассы.
В России тем временем продолжают бороться уже даже с памятью об убитых кремлевским режимом. Накануне Z-патриоты, как они говорят, решили помочь сотрудникам Минобороны и ЧВК «Вагнер» и по лучшей российской традиции украли цветы, которые люди принесли в память о Навальном к Соловецкому камню, и переложили их к мемориалу так называемых героев, так называемой СВО. Не несут, как оказалось, люди цветы своим погибшим защитничкам. Ну и большой вопрос, куда коммунальники отправили цветы, которые накануне москвичи принесли на Большой Москворецкий мост в 9-ю годовщину убийства Бориса Немцова. В России умер очередной соратник Путина Николай Рыжков, ранее возглавлявший правительство СССР. До сентября 2023-го он был старейшим членом Совета Федерации. Рыжков абсолютно и полностью поддерживал действия российского диктатора, был не против оккупации Крыма и войны на Донбассе, откуда, кстати, родом, а уже в 1922 году всеми руками и ногами был за полномасштабную войну против Украины. Последние 10 лет из своих 94 находился под санкциями Украины, ЕС и США. Причины смерти не сообщают. Путин, вероятно, уже готовится к похоронам Рыжкова, репетирует речь. Ну и, кстати, в среду российский диктатор постоял у гроба председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, который еще в начале февраля встречался с Путиным и через пару недель после этого умер. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.